Война. День 149. Ситуация на фронтах. Альянс Свободы. Зенитно-ракетный комплекс «Стормер» уже защищает украинское небо. Известно, что Британия передала 6 таких комплексов. «Стормер» — это ЗРК малой дальности, которые представляют собой пусковую установку ракет «Старстрик» или «Марлет» с 8 контейнерами, которые установлены на бронированной гусеничной платформе «Стормер». Он предназначен для уничтожения самолетов и вертолетов, которые летят на малых высотах, и способен развивать скорость до 80 км в час. На крыше комплекса установлен панорамный прицел и система предупреждения воздушной угрозы для распознавания целей и определения приоритетности. На вооружение Британии «Стормер» поступил в 1997 году. Данные комплексы отлично подходят для защиты бронетанковых колонн на марше, что может помочь в наступательных действиях Украины. Восток. Российские войска усиливают наступление в Харьковской области. Они атаковали украинские позиции у Питомника, пытаясь занять новые позиции вдоль трассы М-20. Атака была отражена. Харьков и пригород продолжают обстреливать. Вчера россияне убили на автобусной остановке супружескую пару и ребенка. Дабы закрепить содеянное, сегодня утром они повторили обстрел мирных целей из реактивных систем залпового огня, в результате чего погибло еще 3 человека, включая ребенка, и еще 21 получил ранения. Южнее, в районе Изюма, российские войска вновь пытались закрепиться в Богородичном, но украинские защитники, удерживающие ближайшие холмы, помешали им это сделать. Восточнее у россиян получилось продвинуться ближе к Григорьевке, и сегодня они контролируют Белогоровку. Атака на Иванодарьевку была отбита, а спорная снова стала спорным. Закрепиться там ни у кого не получается. Основные усилия российских войск сейчас направлены на создание небольшого окружения вокруг Углегорской ТЭС. Атаки там проводятся со всех возможных направлений, но сомкнуть кольцо пока не выходит. Дальше на юг была отбита атака в районе Авдеевки, а также поступает сообщение о контрнаступательных действиях в районе Угледара, где ЗСУ удалось продвинуться в Солодке и Микильске. На южном фланге обстрелы вдоль всей линии фронта, но о продвижениях неизвестно. Юг. Украинские разведчики провели разминирование на острове Змеиный, а также спасли кота. Россияне продолжают обстреливать Николаев. На этот раз они заявили, что попали в склад боеприпасов, но на деле это продуктовый склад, как можно видеть на фото тушения пожара. Будь там боеприпасы, от склада бы ничего не осталось, как это мы уже много раз видели с российскими складами БК. Украинские войска отразили попытки россиян вернуть утраченные позиции под Андреевкой. Атака велась со стороны Сухого Ставка. В результате очередного повреждения Антоновского моста проезд по нему был перекрыт, и теперь россияне встали перед сложной задачей, так как строители не особо горят желанием его восстанавливать, а использовать поврежденный довольно рискованно. На севере Херсонской области поступают сообщения о окружении российской группировки в районе Высокополья, но ни один надежный источник это не подтверждает. Да, у российских войск там действительно наиболее непростое положение, но вряд ли они отрезаны от основной группировки. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, ставить лайк, писать комментарий желательно адекватный и про колокольчик.